Всем привет! Вы на канале Tasty Food. Сегодня хочу вам предложить еще один вариант вкуснейших голубцов. Почему голубцов? Да потому что я их просто обожаю. И не просто голубцов, а я их приготовлю в сметано-грибном соусе. Это очень вкусно. Вот попробуйте. Для голубцов можно использовать любую капусту, белокочанную, либо пекинскую. Но в данный момент я буду голубцы готовить на праздник. Я хочу, чтобы они получились очень нежные. Поэтому буду использовать совойскую капусту. Также мне понадобится морковка, лук, соль, перец, фарш, рис и, конечно же, я буду готовить вкусный соус. Для этого я буду использовать белые грибы, которые можно заменить обычными шампиньонами. Также мне понадобится кусочек сливочного масла, лук, сухой чеснок, паприка, черный перец и, конечно же, сметана. Вот и все. Приступаю. Лук нужно мелко нарезать и обжарить на подсолнечном масле. Лук на среднем огне обжарю на подсолнечном масле до прозрачности. Только после этого добавлю натертую морковку. Вместе с луком обжарю одну небольшую морковку, которую натру на крупной терке. Лук уже слегка подрумянился и стал прозрачным. Самое время добавить морковку. И теперь вместе с морковкой и луком уже обжарю минут 8 на среднем огне. В капусте вырезаю кочерышку и отделяю ее на капустные листья. Так как листья большого размера, их нужно обязательно разрезать на две части. Но перед этим нужно убрать твердую часть, как прямо в белокочанной капусте. Теперь листья, чтобы стали эластичными, я их просто отправляю в кипяток. Их не нужно долго варить. Они как только поменяют цвет, я их сразу достану. Морковка с луком уже полностью готовы. Выключаю. Тем временем закипела вода. Отправляю капустные листья. И просто их погружаю в кипяток. Еще раз говорю, как только поменяют цвет, можно сразу убирать их из воды. Прошла буквально 1 минута. Листы поменяли немного цвет и стали мягкими. Убираю их с огня и сливаю полностью в воду. Чтобы голубцы у вас были сочные, а не сухие, рис нужно обязательно предварительно отварить. 1 часть риса и 2 части воды. И немного присолить. После того, как рис закипит, его немного нужно размешать, уменьшить огонь до самого маленького и варить под закрытой крышкой до готовности. Потом желательно промыть под проточной водой. Отправляю отварной рис к фаршу. Также добавляю соль с перцем. И отправляю сюда обжаренный лук с морковкой. И все хорошо перемешиваю. И великолепная начинка будет готова. Начинка готова. Капуста немного остыла. Самое время заворачивать голубцы. Заворачивайте голубцы, как вам больше всего нравится. Теперь выкладываю эти аппетитные голубцы в посуду, в которой уже буду тушить их. Белые грибы у меня были заморожены. Я их просто разморозил и отправляю на раскаленную сковородку.
Белые грибы можно заменить также обычными шампиньонами. И теперь их буду обжаривать до испарения жидкости. После этого добавлю подсолнечное масло и лук. Лук у меня небольшого размера. Я специально купил такой лук и нарежу его небольшими четвертькольцами. После того, как немного испарила жидкость, добавляю подсолнечное масло. Также для соуса добавлю кусочек сливочного масла. Он придаст приятный сливочный вкус. И отправляю нарезанный лук. И теперь буду уже обжаривать до прозрачности лука. После этого добавлю специи и соль и отправлю сметану. Лук с грибочками слегка подрумянились. Самое время отправить соль со специями. После этого, как отправил соль со специями, стоит прекрасный аромат на кухне. Прожарится буквально 1 минутку, чтобы специи открыли свои вкусовые качества. И можно добавить сметану и немного воды. Добавляю сметану и добавлю немного кипяточка. Размешаю хорошо, прокипит буквально 1,5 минутки и можно выключать. Посмотрите, какой ароматный будет у вас грибной соус для голубцов. Посмотрите, как уже аппетитно выглядят голубцы. Теперь их заливаю грибным соусом и отправляю в разогретую духовку до 180 градусов. Немного утрясите, чтобы соус добрался до самого дна. Желательно, если у вас останется еще один капустный листик, можно накрыть сверху. Накрываю крышкой и отправляю в духовку. Голубцы провели в духовке 1,5 часа. Они полностью готовы. Посмотрите, какой ароматный грибной соус. Ну что, выкладываю, буду пробовать. Вы посмотрите, какие они аппетитные внутри. Ну что, пришло время попробовать эту вкуснятину. Великолепное сочетание, конечно, фарш с этой капустой и аромат белых грибов со сметанкой. Это очень вкусно. Но еще раз повторюсь, если вы не найдете белые грибы, можно приготовить с обычными шампиньонами. Тоже получится очень вкусно. Обязательно воспользуйтесь этим вкусным рецептом и напишите комментарий, как получилось вкусно. Пока!